Мексиканская лепешка для буррито, фахитос, такос и quesadilla. Мягкая, очень нежная. Также подойдет для первых-вторых блюд, рулетов и различных бутербродов. Смотрим. Всем привет, друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале «Найди свой рецепт». С вами Елена. Готовить сегодня будем тортилью, мексиканский вкусный хлеб, который прекрасно подходит к первым, ко вторым блюдам. Из него можно сделать бутерброды, рулеты, также мексиканские замечательные блюда фахитос, буррито, такос и quesadilla. Друзья, для нашего рецепта нам понадобится мука высшего сорта. Ее берем мы 150 граммов. Также нам понадобится для настоящей тортильи мука кукурузная. По количеству такое же, 150 граммов. 50 граммов растопленного сливочного масла. Хочу сказать, что рецептов, конечно, достаточно много, все они разные. Здесь у нас соль. Мы сегодня готовим классический рецепт. Муку я просеиваю. Для того, чтобы тортилья у нас получилась пышной, муку я буду просеивать дважды. Друзья, если не нашли кукурузную муку, можно взять первосортную муку. Она тоже хорошо вырабатывает клейковину, и за счет этого наши лепешки получатся такие более плотненькие, и нам будет удобно из них готовить блюда, которые мы желаем. Второй раз я просеиваю муку. Не добавляю ни соду, ни разрыхлитель. Вообще эти лепешки я раньше покупала в магазине. Они очень дорогие у нас. И очередной раз, когда я собралась готовить буррито, этих лепешек просто нигде не было. Ну, я подумала, неужели я не справлюсь. Единственное, что вот с мукой были небольшие проблемки, но я заменила ее второсортной. Получились великолепные лепешки, очень вкусные и совершенно недорогие. Готовить будем на заварном тесте. Вода у нас должна быть от 70 до 80 градусов. В нее я помещаю щепоточку соли. Конечно, лепешки у нас должны быть со вкусом. Размешиваю, так чтобы соль хорошо у нас растворилась. И небольшими порциями вливаю в нашу муку. Замешиваю. Тесто должно быть заварным, оно должно хорошо держать бутерброды, даже мы можем их и поджарить на сковородочке и приготовить, положить на них фарш. Выкладываю сразу же сливочное масло. Лучше его разогреть на плите, либо в микроволновочке, чтобы оно не было таким твердым. Замешиваю. Собираю просто. Все мы знаем, что кукурузная мука, она диетическая и достаточно полезная, поэтому рекомендую всем кушать такой хлеб. Готовится он просто. Удваивайте, пожалуйста, порцию. Вкуснятина необыкновенная, очень похожа на лаваш, но более нежное и мягкое. Тесто прилипает немного, поэтому чуть-чуть, буквально столовую ложечку, я подсыпаю муки. Продолжаю вымешивать. Тепленькое. Такое достаточно приятное, мягкое. Вымешиваем его. Еще небольшую горсточку я подсыпала кукурузной муки. Самый лучший показатель для теста — это когда оно не прилипает к рукам. Вот как сейчас. Оно практически уже готово. Тесто я хорошо вымесила, оно у нас не прилипает к рукам, но муки у меня ушло чуть больше. Вот каждый раз готовлю, каждый раз по-разному уходит муки. Поэтому, друзья, пожалуйста, смотрите, я добавила еще кукурузной муки, грамм 30, где-то 180, может быть, чуть-чуть побольше ушло. Вот такое тесто должно быть. Оставляю его в миске, чтобы оно у нас выработало клейковину, чтобы мы могли раскатать с вами тоненькие-тоненькие лепешечки. Накрою сверху тарелочкой и убираю в сторонку. Досочку я немножко припыляю мукой. Посмотрите, как у нас хорошо растягивается тесто. Желательно, конечно, дать ему чуть-чуть больше времени, чтобы мы могли потоньше раскатать, но все равно клейковина уже есть. Я его опять собираю. И делю примерно на 8 равных частей. Удобнее это сделать в рулете. Сначала рулет разделить пополам.
Затем каждую половинку еще пополам. Так, здесь у нас край потоньше, поэтому я чуть больше делю. И каждую еще половинку отдельную я делю еще напополам. Так более-менее ровные части у нас получаются. Каждый сорт муки по-разному вырабатывает клейковину. Мука второсортная чуть дольше. Она, конечно, много вырабатывает клейковины, но времени затрачивается чуть дольше. Немножко я подтягиваю тесто и такую оформляю лепешечку. Таким способом, чтобы нам было его легче раскатывать. Я бы сказала, даже кукурузная мука, она очень мало вырабатывает клейковины. Поэтому, друзья, эти лепешечки я выкладываю в миску. Одну оставляю. Накрыть можно полотенчиком. А с этой мы начинаем сразу же работать. Присыпаю стол мукой и начинаю очень тонко раскатывать. Раскатывать буду от середины к краям. Толщина лепешки у нас где-то должна быть 1,5–2 миллиметра. Вот так. Конечно, изумительные лепешки домашние, все разные формы, но так как хочется иногда, чтобы они красиво выглядели, сделать их более-менее одинаковыми, это можно сделать с помощью крышек, тарелок, всевозможных вот таких вот донышек от тортов. Диаметр должен быть от 20 до 22 сантиметров. Лишние края я вот просто срезаю ножичком. Не выбрасываем тесто, мы из него приготовим еще лепешечку. У меня крышка такая с острыми краями, и я немножко ее надавливаю, так чтобы у меня раз и получилась уже готовая форма. Так что смотрите, что вам удобно, тем и пользуйтесь. Мы же с вами продолжаем раскатывать все лепешечки. Чтобы они не подсохли, тоже их лучше прикрыть полотенчиком. Плиту я включила на 7. Сковородка у нас очень хорошо прогрета. Желательно взять ее с толстым дном. Никакое масло мы не кладем. Выкладываю, просто кидаю туда лепешечку. Самое главное, чтобы вот диаметр сковороды совпадал с диаметром лепешки. Обжаривается буквально 1 минуту. Смотрим, как только у нас пошли пузыри, ни до какой обжарки мы не доводим, иначе у нас лепешка будет совершенно сухой. Как только пузырики пошли, значит, мы сразу же переворачиваем на другую сторону. Вот заметьте, вот такие маленькие мелкие пузырики у нас пошли. По краям большие, это значит, тесто хорошо выработало клейковину. Лепешки у нас с вами отличные. Переворачиваю на другую сторону. И точно так же, вот буквально 1 минутку я обжариваю на другой стороне. Друзья, здесь в сторонке у нас лежит полотенце. Я сразу же их лепешки выкладываю под полотенце, ни в какой, ни в пакет, ни на тарелку, иначе они высохнут и будут вот с обратной стороны. Обжарку показываю, мягкие, очень такие эластичные, высохнут и превратятся в сухарь. Кладу и накрываю. Горячие лепешки очень хороши с супом, остывшие к бутербродам. Сейчас мы, друзья, обязательно с вами попробуем, что получилось. Хранятся они неделю в холодильнике, обязательно в целлофановом пакете. Остывшие мы их закрываем и кладем в холодильник. Так, я пробую. Красота необыкновенная. Конечно, очень мягкие и такие эластичные. Мы действительно сможем из них приготовить рулет и различный бутерброд. Вкусный хлеб и очень полезный. Хлеб очень нужный и вкусный. Интересный привкус вообще. Да, кукуруза – это такой диетический продукт, и надо его есть. Я прошу вас приготовить такие лепешечки. Конечно, великолепно они будут для мексиканских разных блюд с острыми добавками и соусами, что мы с вами и приготовим. Я же, друзья, говорю вам, поставьте лайки за наше видео, не забудьте подписаться на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы к вам приходили оповещения. До новых встреч, пока-пока!